Всем привет! Мы продолжаем проходить Fatal Frame вторую часть. Значит, я выбрался из этого дома. Стой, у меня что-то эмулятор подвис. О. Значит, я выбрался вот с этого дома. И теперь пойдем искать сестру. Вроде как она убежала куда-то дальше. По-моему, у нас белобрысый парень за решеткой в курсе, куда она пошла. Пойдем проверим. У нас главный персонаж похож на Соника. Прям перемещается быстрее всех. Ну-ка, там никого? Вроде нет. А вдруг кто-нибудь выскочит, да, с угла? Вон тут что-то лежит. До этого не было. Ну-ка, давай. Высохший колодец совсем обветшал. Свет от фонарика не может достичь его дна. Из глубины поднимается поток воздуха. Ну, ясно. Коснуться. Только аккуратно. Оп. Оп. Ну. Так, журнал геодезистов номер 2. Я заглянул в высохший деревенский колодец, но внутри было так темно, что не смог ничего разглядеть. А единственным издаваемым им звуком были порывы ветра. Видимо, вода в нем высохла очень давно. Никто не пользовался ни колодцем, ни этим домом уже много лет. Судя по записям, этот дом принадлежал влиятельной семье Теучихары. Семьи Кири, Тачибары и Асаки тоже обладали большим влиянием. У каждой из четырех семей был свой уникальный герб. Все 4 семьи были вовлечены в управление деревней и ответственны за выполнение важной местной церемонии. Тут некоторые буквы не очень разборчиво написаны. Так, важной местной церемонии. Однако все 4 семьи были лишь ветвями великой семьи Куросавы. Верховный жрец, что управлял церемониями, всегда был из нее. Имя Куросавы встречается в нескольких исторических документах, но мне все еще предстоит найти внятное объяснение их связи с другими семьями. Вне сомнения лишь то, что семья Куросавы обладала абсолютной властью в этой деревне. Вообще-то у меня уже давно назрел вопрос, куда делись все жители деревни, а также как мне отсюда выбраться. Ответ может быть только в одном месте — доме Куросавы. Оп, исследователь колодца. Быстренько вот тут появился. Ладно, дальше пошли. Но нам нужно будет в этот дом Куросавы. Вот я не знаю только где он. Будем, так сказать, узнавать. Давай, к пацану. Яй, ты смогла помочь Сае? Пока нет. По-моему, я никому не помогал. Давай, что скажет. Сая исчезла? Ну да, сестра убежала, но ее не Саей зовут. Наверное, она пошла в наш дом. Но дом Тачибаны закрывает перед церемонией, чтобы держать его в чистоте. Ты сможешь попасть в него через дом Кири. Воспользуйся подземным путем, что соединяет дома-близнецы. Дом Кири закрыт со времен смерти отца и дочери. Ключ хранится жрецами в святилище Курехи. Туда ведет дорога за домом Кири. Все готовятся к церемонии, так что там не должно быть кого-либо. Вы должны бежать, обе. Тебе придется открыть механизм в доме Кири. Угу. Дом Кири как раз откуда-то я только что прибежал. Чтобы войти в дом Тачибаны через подземный проход. Саи там. Ты должна поторопиться, иначе будет слишком поздно. Прошу, иди быстрее. Молодой человек говорит загадками, я вот что хочу сказать. Где тот самый проход? У меня только, по идее, один вариант. Пока. Это
Там, где у нас дерево или что-то такое, вот рядом с храмом прям. Возможно, мне туда, но не факт вообще. Ага, все запутано. Ладно, мы где-нибудь здесь сохранимся. Чтобы потом просто далеко не бежать. Потому что бежать явно не ближний свет. Но потом мне надо будет вот сюда, вот в этот дом. Входящий в дом мужчина. Окей. Слушай, а может быть мне в этот дом можно теперь? Вот посмотрим. Ну, естественно, нет. Дверь заперта на замок. Но такие замки, кстати, у меня уже встречались. Здесь явно проход. Да, это даже не проход. Посмотрим. В принципе, пока призраки появляются, вроде как иду верно. Но это не точно вообще. О, кто-то есть. Где-то вот тут. Может быть, внизу даже. Причем я этого призрака уже фотографировал. Мужчина в тенях. Почему он еще раз появился, я не знаю. Ладно, я не против, мне очки наваливают. Вот я все-таки предполагаю то, что мне прям туда. На каменном монументе видны фигуры близнецов. Видимо, это каменные стражи-близнецы, о которых рассказывалось в записях геодезиста. Перед монументом на земле лежит что-то белое. Ну да, конечно, коснуться. Только аккуратненько. Оп. 2, 3. Журнал геодезиста. Существует множество типов каменных стражей. На тех, что расставлены в этой деревне, изображены близнецы. Я прочитал о них кое-что в одной из найденных в этом доме рукописей. Близнецы очень важны для местных обычаев. Здесь регулярно проводятся церемонии с участием сестер или братьев-близнецов. Похоже, что жители деревни возводят по каменному стражу каждый раз после завершения церемонии. Видимо, церемония проходит раз в несколько десятилетий. И, судя по количеству табличек в этой деревне, это очень древний обычай. На всех табличках каменных стражей, что я встретил здесь, у одного из близнецов нет головы. И, судя по всему, они были сделаны такими изначально, а не кем-то испорчены. Я вынужден признать, что это весьма жутко. Я уже начинаю жалеть, что оставил Мияко одну. Интересно, для чего нужна эта церемония с близнецами? Я пытался найти что-нибудь во всевозможных местных рукописях, но ничего не нашел. Теперь я думаю, что лучше бы мне начать искать выход отсюда. Угу. Да, скорее всего, я процентов на 70 уверен, что я веду правильно. Здесь до этого ни записок, ничего не было. Осмотреть. Да нет. Тогда не знаю. Может быть, в храм просто подняться. Не факт, конечно, но... Сейчас будем искать угол, короче, куда приткнуться. О. Здравствуйте. Что-то дали. На двери похожего на святилище здания изображена большая бабочка. Видимо, геодезист писал об этом месте. На ступеньках перед входом лежит что-то белое. Давай, касаемся, только аккуратно. Раз.
2, 3. Берем. 5 журнал. Местное святилище находится в конце длинного пути со ступеньками и всегда окутано туманом. По всей видимости, она очень старая, но построена на века, и на нем не видно никаких повреждений. Вход украшен большой бабочкой, такой же, как и на доме с мостом. И на доме за мостом. Угу. Дом за мостом, ну я понял. Видимо, бабочки имеют такое же особое значение для жителей деревни, как и близнецы, и о них часто упоминается в книгах, связанных с проводимой здесь уникальной церемонией. Думаю, бабочка — это всего лишь название чего-то другого, но я не знаю, чего именно. Судя по прочитанным мной текстам, они, без сомнения, имеют какую-то связь с церемонией. Большая бабочка на входе в это святилище должна означать что-то особое. Пожалуй, мне пора узнать, что именно. Как он? Прям близко-близко к нам появляется. Что тебе надо, мужик? Да, дай хочу войти внутрь. Святилище Курехи. Курехой мы раньше в детстве сигареты называли. Ага. Столько предметов сразу появилось. Посмотреть. Здесь лежат старые горшки. Только аккуратненько. Оп. 2. 3. Травяное лекарство. Ха-ха. Давненько не виделись. Ну, здравствуй, травяное лекарство. У меня хилов вообще нет. Тканью закрыт какой-то похожий на доску объект. Так давай же открывай его скорее. Не хочет. Так, вот здесь я могу где-то зайти. Вот тут... Это же не проход. Ну, вот там на алтаре у нас лежит ключевой прям предмет, но... Но подожди. Мы сейчас его обязательно возьмем. Он скрипт какой-то запустит, это по-любому. Вот у нас еще тут проход. Я помню, здесь будут несколько раз аж нападать призраки. Тут у нас проход еще будет. На двери висят талисманы. Она плотно закрыта, я не могу ее открыть. Неважно, как сильно я пытаюсь. Понял, принял, что орать-то. Этого давай возьмем. Блин. Таких раскладов нам не надо. Оп, а не попала тетя. Ну, второй-то раз не схватит. Ключ к дому Кири. Ну, наконец-то. На ключе выгравирован лист дерева Кири. Может, он от дома Кири. Да, он не может, а стопудово оттуда. Ну, я понял. Куда идти, знаю. Чик. Ну, прикольно, да, что можно резко повернуться на 180 градусов. Так, еще что-то или это не... Я это брал или не брал? А, ну постой. Ну, вот так вот давай. Тут их двое. Почему урон получил? Ну, вот так вот. Прям в момент удара его. Где второй? Пробегаем.
Спокойно. Ай, тихо-тихо, головы летят в меня. Аккуратненько, мужчины, себя ведем. Да ё-моё. Прилетело таки. Блин, какая засада тут просто биться с ними двумя в маленьком помещении. Где второй? Нахрен, я подальше отойду лучше. Если бы давали чем лечиться, можно было бы рисковать, а так... Чё, где все? Ждем. Я так и знал, то, что второй где-то рядом. Ну-ка, давай пробегаем. Бля, головы летят, ну твою мать. А, блин. Плохо. Узкий коридор. Два противника. Да как где они? Придется побегать. Здорово, Лайм. Двоим досталось? Ну, что-то чуть-чуть вообще. Да. Тут же подачу схватил. Ну, твою же мать, а. Что за жопа? Не знаю, это, по-моему, самый дальний угол. Поэтому второй меня сейчас треснет просто. Сукины дети, а? Как вы бесите? Вот двоих можно понимать? Да хера с два. Блять. Да вы издеваетесь? Может туда куда-нибудь свалить? Блять, он еще себе хп получил, да вы угораете, вот реально. Это какой-то пиздос. Тупо окружает, херачит с двух сторон. Давай хоть так. Ну-ка, застанете этих уродов, можно? Блять, он все хп получил. Второй тут же бьет, да ебаный ты свет. В очко вы пойдете просто. Похер, давай по чуть-чуть хотя бы их мотать. Я не знаю, что как тут еще можно выйти из этой ситуации. Хоть так. Я побежал. Вот из-за таких неудобных кадров у тебя очень мало пленки становится внезапно. Потому что ты хуйню фоткаешь. Блять, тут головы летят, отлично. Где этот гандон? Бля, ну лютая дичь. Хилов нету, сейчас с каждым призраком просто будет какая-то жопа. Ай-яй-яй.
Херня, сейчас сделаем. Да он же тут, он за стеной. Ну-ка вот так. Да. Замечательно вообще. От них просто не слинять. Я представляю, что там будет с финальным боссом. Где этот уёбок второй? Ну? Пизду, я полетел в другую часть комнаты. Тихо, головы. Оп, ушел. Ну, вот что ты не ловишь? А, ну да, они же еще портуются. Да похер, давай хоть так. Баха. Все, убегаем. Хорошо, хоть сквозь них можно пробегать. Тихо, 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 тихо. Хилов бы почаще давали, можно было бы без проблем просто стоять, да на фоткать их. Давай. Вот так вот, двоих получится. Двойной кадр, блядь, и этот... Они оба получили хп, ну вообще отлично. Сейчас попробую их заряженным ударом треснуть. Не факт, что получится, конечно. День. Бля, они там... Они опять, как обычно, сзади. Я вообще не понимаю, где. Ага. Вот душнило тогда, блять, а. Ну. Блять, сейчас второй дамажить начнет. Ну-ка, пошли прям целенаправленно на другого. Окей. Вообще урон отстойный. Бля, может пленку поменять хотя бы? Сложно. Блять, а где они? Они постоянно с боков. С двух сторон тебя атакуют. Еще и бошки свои кидают. Как от этого говна всего уйти? Они же еще, суки, телепортятся. Что происходит? Кого-то бахнул. Вообще без понятия кого. Вроде задело.
Блять, и головы летят аккуратнее. Да куда ж ты не бежишь-то? Так, я туда не пойду. Ну-ка. Ну-ка в сторону. Ну да, хули голову самонаводящийся, все нормально. Ну-ка прям, нет, тоже не пойдет. Вот как они от них уйти-то? Да. Была бы эта уродина хоть как-то поманевреннее, я не знаю, можно было бы от этого всего, наверное, уйти. Но, блядь, ну ты получаешь урон просто на ровном месте. Что-то шляпа, давай от них вот сюда попробуем слинять, я не знаю. О, я от голов побежал. Чудом каким-то. Блять, они все равно за мной летят. Что за дерьмо? Я не знаю, кого я там ударил, но вроде что-то прошло. Какой-то дамаг хотя бы. А может и не прошло ничего. Только нацеливаешься, а он херак уходит. На тебе, урод. Ладно, вроде прокатило. Он ушел. Второго, по-моему, нету. Я вроде второго вырубил. Бля, ну так если мы с каждым будем возиться, это ха-ха. Игра часов на 20. Блять, да нет, навали. Чё, где он? Где там мразь? Ну вот так, допустим. Да. Даже какой-то урон ему забацал. Ну-ка, давай заряженным. Вот так, допустим. Я его еще типа застанил. Ну и чё? Вот так. Фатальный кадр. Ну, наконец-то. Хо-хо-хо. Вот два урода как могут кровь попить просто вообще. Когда у тебя просто нет хилов и нормальной пленки. Херня. Ну, немного очков дали и все. Это что? Тихо. Аккуратненько себя ведем. Святая вода. Да, печалька. Я чуть не откис. Давай посмотрим, что мы можем прокачать. 42 тысячи. Так. Скорость накопления, да, наверное. Стой. А вместимость. Призраком урон. Да, наверное, мы накопим призраком урон. Все это здорово, но просто у меня дамаг сейчас никакой. А пленки у меня всего 10 кадров зеленой.
Просто, я не знаю, в первой части ее давали в 4 раза где-то больше. Она постоянно везде зеленая потом валялась, а тут постоянно только синяя лежит и все. И то не везде. Пленка 90, вообще 12 кадров. Вообще ни о чем. Ладно, копим, но урон что делать? Так, у меня есть ключик, да, от того самого дома. Туда, куда у нас сестра побежала. Точнее, где я ее последний раз видел вообще. Сколько у меня вообще травы? Ну, в смысле, полечиться. Одно. Святая вода. Но оно восполняет хоть и все здоровье, но 4 штучки все. И одна это лечилка. Они реально издеваются просто. Причем это еще не самый сложный режим. Наверное, надо было легкий уровень выбирать. Сложновато что-то. Ладно. Это дело мы победим. Так, мне вот здесь надо наверх, вот на этот мост. И тем самым мы, получается, окажемся в другом здании. Эти здания между собой связаны. Только вот этим мостом. Надеюсь, тут опять никто не будет нападать. Тут была такая женщина очень душная со сломанной шеей. Дверь заперта. Вот это вот я вообще юмора не понял. У меня аж ключ был. Может быть, вот второй еще тут есть вход. Может, это он? Да твою мать. Ну-ка, предметы. Ключ к дому Кири. Ну а что еще надо-то? Тут у нас всего есть вот эти две двери. Дверь за спиной. Есть еще одна дверца. Там, где у нас проектор стоит. Вдруг этот ключ оттуда. Ясно. Тут диафильмы великие показывают. Дверь заперта. Карта. Бля, я был, я не знаю, на 8, на 90 даже я был процентов уверен, то, что мне именно сюда, именно в этот дом. Ну-ка, давай выйдем. Еще дальше чуть по прямой дверь есть. Вот сюда. Так, ну-ка. Сверяемся с картой тогда.
Вот сюда надо идти? Нет. Надо идти, получается, вообще вот сюда. А ключик слева, получается, подойдет. Точно? Да. Ключ вот здесь вот. Вот от этого прохода мне дали ключ. Какие-то подвижки. 5 глава наконец-то закончена. Давай. Сохраняемся. Так. Вот этот вот у нас самый поздний слот. Одна без головы. 6 глава. Оставшаяся. Это у нас 6 глава. Еще 3 главы. По-моему, последняя будет маленькая совсем. Должна быть маленькая. В каменном очаге кто-то оставил чугунный горшок. Сажа в горшке смешана с пылью. Это говорит о том, что в нем уже давно никто не готовил. А вот здесь у нас что-то есть. Чик. 2. Ага. По-моему, они всегда на второе прикосновение, ну наконец-то. Еще немножко пленки, правда, беспонтовой до ужаса. Ну а что делать? Наконец-то у нас хоть что-то дают. Так, выше надо подниматься. Такой звук был, что где-то что-то появилось. Еще надо слушать очень внимательно. Свисающие из потолка драпы перекрывают мне обзор. Сейчас что-нибудь выскочит. Жути наводят, значит. Ну, хорошо. Угу. 2 тряпки никто не выскочил. Да куда ты пошла? Не выходи. Давай. Раз. Раз. 2. По-моему, рука призрака всегда у нас вылетает только на счет 2. Ну, на второе прикосновение. Надо это дело уточнить. Я все жду, пока кто-нибудь из этих. О. Девчонки. Да все, они исчезли. Бля. Пока нацелишься. Сейчас сделаем. Слава богу, что есть сохранение. Подглядывающая кукла. Тыщенку заработали. Ну, вот как тут целиться, когда у тебя камера через жопу смотрит?
Подожди. Смотреть. А тут у нас... Тут у нас дверь какая-то. А здесь только можно посмотреть и все. Часть стены сломана, и через нее, видимо, видно содержимое комнаты. Ну, попробуем заглянуть. 2, 3. Это странно, но... Давай еще раз. А как их так быстро сфотографировать-то? Или их вообще сфоткать не получится? Пока непонятно. Да, ну ты их не сфотографируешь. А если сфоткаешь, оно там появится, ну, 300 очков. Куколки какие-то висят. Страшно, очень страшно. Если бы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Этот почерневший комод выглядит более качественно, чем мебель вокруг него. Это имеется в виду, типа, комод как будто бы не с этой комнаты. О, еще пленки. А вот можно какую-то пленку-то посерьезнее мне давать? Дают одну синюю, а что мне с ней делать? Но урона наносит вообще ни о чем. Угу. Ладно, давай заглянем сначала в открытую комнату. Раз. Оп. Слушай, нет. Они не всегда на счет 2 тебя хватают. Могут и на счет 1 схватить, и 3. О, наконец-то хоть какой? Третий раз за игру, да, по-моему, они дают мне зеленую пленку. Вы серьезно, блин? Третий раз за игру, Карл. По идее, синей пленкой, как и в первой части, я должен просто разные объекты фотографировать. Ну, там открытие типа этих замков, там еще что-нибудь такое. Ну, как бы не очень важное. Бля, ни хрена тут ходов. Ладно, давай с первой комнаты проверять. Дверь заперта, хорошо. Полусень осколками от разбитого горшка. Сколько тут предметов валяется. Ну-ка, давай сюда подойдем. Ну. Раз. 2. 3. Лекарство. Если я правильно понимаю, у тебя идет голова. В начале главы тебе дают и лекарство, и пленку. Как правило, не очень хорошую. Вот. А тут уже ты сам должен распределить, как там, ну, поэкономнее все это дело надо потратить, чтобы до конца головы добежать. Неравномерно немножко у нас подается, ну, выдаются предметы с пленками и так далее. Выдаются сначала много, потом ничего. Так, на алтаре лежит старая книга. Зачем мне ее убивать? Много раз написано. Очень информативно. Там, говорит, есть что-то, но
темно и не разобрать. Хорошо, мы этот момент запомним на тот случай, если здесь загорится какой-то свет. Может быть, надо будет сюда потом вернуться. Так. Здесь это все пообошел. Вот это шкаф. Ширма сломана, и через нее видно содержимое комнаты в ней. Музыка какая, тревожная прям. У-у-у. Пленка 2 нулевая, отлично. Всего 2 кадра. Нулевую пленку мы тратим только на финального босса. Успел вроде, убегающие близняшки. Сколько денег у нас? 45. Улучшаем. Призракам урон. Все, это максимально. Теперь копием ближайшее на что, наверное. Да, на чувствительность. 35 тысяч мне надо. Так, я думаю, что все-таки вот эта дверь у нас будет закрыта. Угу. Проход заблокирован непреодолимой силой. Если бы у нас синяя пленка сносила бы побольше, тогда ее бы можно было экономить и снимать на пленку, которая, ну, бесконечная. Бесконечная урона практически не наносит никакого. Так у меня и синяя тоже никакого урона особо не наносит. Ладно, в шкафу для одежды друг на друге стоят ящики. Конечно, заглянуть. Мы же любопытные. Святая вода. Сколько предметов я нашел просто на квадратном метре, чтобы потом быстренько их всех потратить. Кстати, особо, вот как в первой части, боссов нету. Скорее мобы просто жесткие. Карста. Замечательно. Надо экономнее играть. Давай-ка мы тут сохранимся. В принципе, как и во всех survival хоррорах. Патронов ограниченное количество. Здоровье тоже. Шесть часов наиграно. Ну, короче говоря, где-то примерно часов, наверное, ну да, за 12, за 15 уложимся до конца игры. Опа. Здравствуйте. Мы вот с этими девчонками вот в этой главе будем много сотрудничать. Ну, взаимодействовать. Убивать их, короче. Изгонять. А они за мной. Ну вот, и тут же ты попадаешься. Вот так вот, оп. Давай попробуем по этому коридорчику побегать. Не понимаю, где она.
Блин, может с коридора, правда, выйти. Мне бы надо площадь, чтобы с ними драться адекватно. Где? В общем, ясно. Они очень быстро исчезают. О, ждем. Бам. И чё, никакого урона? А почему? Урона никакого я не нанес. В чем дело? Это очень странно. Почему я ему урона не наношу? В чем дело? Не знаю. Надо смотреть, почему так. Может, их правда на Fatal Frame надо ловить? Девчонка одна, по-моему. Ну, наконец-то. Хоть что-то. Слава богу, что она одна. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько себя ведем. Ее прям с максимальным зарядом надо ударять. Походу. Где ты? Понятно. Побежали куда-нибудь. О. Прям ждем до последнего. Максимально. Ну, тоже неплохо. Не максимально, конечно. А теперь их две. Так, дети нахуй. Аккуратно. Я не пойму, она или одна ходит, или две их тут. Ну, куда ты делась-то? О, две сразу. Ну, сорвалась. А такой бы был кадр шикарный, а? Ладно. Блин, они путать начинают. Это я самую первую поймал. Задолбала, что ты срываешься-то? Ну, сейчас исчезнет. Вот сучка. Ну все, вроде. Как попадется. Да ладно, вы прикалываетесь. Блин.
Давай так, по чуть-чуть. Не дают они нормально сфотографировать себя. У меня тут же сбрасывается объектив. Они все ближе и ближе подходят. Ну-ка, давай их загоним в комнату побольше. Да, не очень-то она побольше. Но их теперь две тут. Блин, как быть-то? Хера с два они с этого коридора не уходят. Ну и чё, где они? Эй-эй-эй. Вон одна. Сейчас она ближе появится. Где? Вот как фотографировать адекватно? Раз, два, три. На 4 теперь появляется. Она совсем близко. Блин, вот жути нагоняет, а. Ну и чё, где они? По чуть-чуть, короче говоря, буду снимать, потому что, ну, это бред какой-то. Просто на секундочку они попадаются. И все. Я попробую заряженным ударом как-нибудь треснуть их. Ну и чё, где мы? Давай так. Хоть что-то. А я ее вижу. Да ё-моё. Вот она даже не замедлилась. По чуть-чуть все равно буду снимать. Все, минус одна, это точно. Вторую давай ловить. Была одна и та же, что ли? Мы со второй, короче, не разобрались, она куда-то ушуршала. Когда она появится, неизвестно, но они еще будут впереди, это точно. Потратил много кадров, но зато ни одной лечилки. Как-то так. Закрыто. Если память не изменяет, за мной будет... Ну, где? Чё? Вот какой призрак? Где его ловить-то? Я, походу, из комнаты, да, вышел? Где он? Вот. Сидящая кукла. Ну, это скорее не кукла, а девчонки сидят. Сколько очков у меня уже? 3000.
А вон тут в меню паузы уже показывается. Раз, два, три. Тип 90, 10 штук. Это хорошо. С середины игры, что ли, они они включили режим совести. Начали побольше мне пленки хорошие давать. Лекарство. Так, давай, прежде чем... За шкафом стоит прекрасная ширма. Она украшена изображениями цветов и алыми бабочками. Ну, вот это вот дом у нас, где девчонки жили перед церемонией. Об этом в дневниках еще писалось. И они сидели тут вдвоем. Опа, не попало. Теперь можно спокойно брать. Сапфир. Ну, это в радио послушать. Бесполезные голоса разные. Давай, раз. Два. Три. Фиолетовый дневник 2. Я задушила Азами своими собственными руками. Кто такой Азами, я без понятия. Ее шея была такой мягкой, такой теплой, я нежно сжала ее. Но я не была достаточно сильной, Азами было больно. Мне хотел помочь жрец. Но Азами хотела, чтобы это была я. Я и Азами стали одним целым, но Азами исчезла. Я больше не могу с ней говорить. Папа вернул мне Азами. Я попросила у нее прощения, и она простила меня. Я не дам ей больше страдать, я никому не позволю делать ей больно. Папа говорит, что Азами это зло и должна быть убита. Она пытается убить ее. Он пытается убить ее. Я не позволю ему навредить ей. Я так полагаю, Азами это одна из девчонок, которые вот сейчас мы дрались в коридоре? Судя по всему, сейчас... А, вот сюда еще можно пройти. Как у нас карта вообще? Угу. Ой, сдается мне то, что мы сейчас по этим лабиринтам еще побегаем. Каждая глава, она длиннее предыдущей. О, слушай, я помню. Вот именно вот этот уголок я помню. Катушка с фильмом 4. Это на проекторе посмотреть. Эх, не успел, да? Жди, я где-то тут сохранился. Я сфоткал тебя, подглядывающий ребенок. 3000 очков. Неплохо, кстати, за пацана дали. Блин, а за каких-то привидений дают, которые просто очень быстро появляются, а за них всего 300 очков дают. Не. Как-то тут не очень баланс расставлен. За поощрение сложных, ну, фотографий сложных призраков. Так, давай вот мы в тот край сбегаем, посмотрим, что там у нас есть по дверям, входам. Дай бог, если входящий в комнату мужчина. Угу. Вернемся назад. Какие-то двери должны быть закрыты, хотя по карте... Ой, я даже не в курсе, откуда я пришел. А, вот все.
тут подъем наверх получается. Давай вот это посмотрим. Первый самый дом, он был крошечный совсем. Хоть и в двухэтажный. Следующий уже чуть побольше. Этот уже становится просто каким-то огромным. Чулан. Есть что-нибудь полезное? Что-то я такое припоминаю, то что мы этих девчонок будем по комнатам искать. Они у нас будут прятаться где попало, а я должен буду их найти. Они типа в прятки играют. Непреодолимая сила. Они будут очень... Ну, там, по-моему, 7 где-то мест в доме надо будет найти. Что-то такое вот прям. Пока, в принципе, понятно, куда идти. Пока разработчики мне предлагают просто этот уровень изучить. Ну, карту, дом. Что, где, какие комнаты. О, знакомое место. Но если я не ошибаюсь, на PS2 вот это вот ткань, можно было сюда зайти, она приподнималась. Забрать катушку. Вот эту я нашел последний. Давай посмотрим, что там. Какие-то мужики куда-то идут. Какие-то дети. Все очень непонятно, неразборчиво и невнятно. Жрецы куда-то заходят, ну, в храм заходят. Вроде даже кто-то висел. Приходится постоянно стиком дергать. Он сбивает просто. Я вот свечу, к примеру, в одну точку. Вот все, я стик не двигаю. Она мне его выше задирает. Ну, такая чувствительность. Потому что игра заточена совсем под другой контроллер. Поэтому сложности. Так, у нас мужик вот сюда заходил. Здрасте. А чё вы тут обе висите? Не хотелось бы им мешать. Ближе надо подойти. Допустим. На фото изображено другое место. Какой из них? Фамильный алтарь. А, ну все, там вот где у нас этот, как она сказала, то, что света не хватает. Я понял. Хорошечно. Сейчас мы туда обязательно сходим. А-та-та. На второй раз уже не схватит. Дневник кукольника. Акане сломала кукольный механизм, открывающий путь в глубины, и убежала с его частями. Надо его починить. Азами, адское создание, и должна быть заброшена в... Ну, я думаю, в бездну какую-то. Чтобы вернуть ее душу в ад, а механизм открывал единственный путь туда. Ну, я помню, что вот здесь у нас будет проход. Прям между двумя девчонками он открывается. Только надо как-то второй голову приставить. Пока не знаю.
Вот напомню сюжеты. Зеркальный камень. 3000 очков, ну замечательно. Просто за камушек. Здесь есть кукла без рук и головы. Может, если я восстановлю ее и поставлю рядом с куклой позади нее, то они сформируют близнецов. Ну, это-то понятно. Только не позади нее, а по левую сторону. Комната украшена куклами, каждый из которых размером с ребенка. Они как настоящие. За куклами есть большой ящик с 2 кнопками, украшенными фамильными гербами. Я понажимала на кнопки, но ничего не произошло. Все, мне почти туда, на выход идти аж. Сейчас меня будут кошмарить. Благо я помню, где этот алтарь. Хотя уже нет, я не помню, где он. На полке лежат старые свитки и рукописи. Похоже, что все они о каком-то ритуале, но настолько стары, что их невозможно прочесть. Ну, возможно, невозможно. Топим к алтарю. Я все-таки думаю, девчонок-то 2 будет. Если даже одну я изгнал, то вторая точно есть. Может быть, они даже 2. Так, алтарь точно не тут. И даже не в этом коридоре, еще дальше идем. Мне надо сделать механизм из китового уса. Ну или уса. Первое кольцо движет душой, второе телом. Это кольцо управляет сердцем, а кольцо действий готовится к движению. Она выглядит так, как будто она живая. Как будто живая. Похоже, что мне не хватает заклепок. Дверь закрыта. Коснись куклы еще раз, чтобы она остановилась. Значит, это одно солнце и 6 слишком долго. Это бред вообще. Пока не, правая рука почти готова. Так, а дверь-то заперта. Вот здесь у нас алтарь этот находится. Что-то появилось. Спокойствие. Раз. Ага, и не попало. Как нравится, когда не попасть не могут. Еще лекарств. Слушай, ну в этой главе много лекарств дают. С этого дома мы точно не выходим. Что-то надо в этом доме прям делать. Может, ну короче, либо двери сейчас дергать будем по очереди в тупую. Пока какая-нибудь из них не откроется. Должен скрипт сработать. Я рассчитывал, что комната с алтарем будет сразу же открыта, но нет. Да, дверь заперта. Мне надо сделать механизм из котового уса. Или уса. А, вот здесь алтарь. Блин, я комнаты перепутал. У нас мужик этот за алтарем там болтает. Вот он тут. Через дыру в стене слышен чей-то голос.
Ой. Оп. Идущий сквозь стену мужчина. Значит, это одно солнце, их 6. Слишком долго. Он ерунду какую-то, а колесицу несет. Куда пошел? Судя по звуку, в соседней комнате кто-то открыл дверь. И жути какие. Так, ладно, мужика мы сфоткали. Давай посмотрим, что у нас в прокачке. 12 тысяч уже есть. Давай мы сначала параметры вкачаем. Потом будем линзы улучшать. Все-таки линзы не часто у нас можно использовать. Сколько предметов тут сразу же. Ладно, давай по очереди. Голова. А, нет, это пленка. Голову взять нельзя. Вы не говорите, что мы целый манекен будем по очереди собирать. Я что-то такое припоминаю. Блин, я не посмотрел, что у нас не хватает в этой кукле. По-моему, только головы. Дневник. Должен был поглотить ее, но, видимо, какой-то демон должен был поглотить ее, но все же я видел ее. Азами. Она молила меня о том, чтобы я убил сделанную мной куклу, ту, что выглядит как она. Что же я наделал? Это непростительно, это все моя вина. Азами должна была стать одним целым с Акани, но я сделал эту куклу. Ну, видимо, еще каких-то параллельно двух близнецов ввели в повествование, Азами и Акани. Вот, и они в этой главе чисто фигурируют. Азами пыталась показать мне, где спрятаны части механизма. Так. Это важно. Голова и руки, они лежат в коробках в маленьких комнатах этого дома. Я последовал за Азами, чтобы узнать, куда она ведет меня, но смог найти только голову. Нужно найти руки и побыстрее. Хорошо. В маленьких коробках. Сейчас придется прям все шерстить. Голова. Она от куклы без головы и рук, которую я видела в задней комнате особняка. Кусок старой бумаги. Я нарисовал чертеж, по которому можно отремонтировать кукольный механизм, и сделал это, чтобы учесть самый худший вариант развития событий. К счастью, Акани и кукла спрятали всего 3 части этого механизма. Я уже смог найти одну из них — голову. Механизм должен заработать вновь, если найти все части и вернуть их на места. Я уж понял, что... А где? Где-то что, блин, надо сфотографировать-то? Это читать заново уже не буду. Оп, сфоткал. Девочка перед лицом смерти. Вот она тоже довольно-таки быстро появилась, но за нее всего 4000 очков дают. Ой, 420. За пацана 3000. Почему так, я не знаю. Ай, блин. Теперь надо искать какие-то коробки. Все, меня сюда не пускают. Явно коробок никаких нет. Успел, близняшка с рукой? Засчитали, слушай, 1700.
Дверь заработала. Да, большой вопрос теперь, где это все искать. Дом у нас еще вырос дважды. Блин. Раз. Два. Три. Ага, теперь на третий. На счет 3 теперь нападает. Ну все уже, второй раз точно не это. Хватать она меня не будет. В общем, тут сложность в том, что нам нужно сначала найти все запчасти, потом составить их на манекен. Особнячок-то не маленький. А кто, где? Я что-то понять не могу. Где-то за этой дверью, что ли? Что-то мычит. Что за дела? Подожди, подожди. Я вот отсюда пришел. Все, тут точно тупик. Тихо, ну. Все перепутал. Я, по-моему, одну часть вот здесь нашел, если я не ошибаюсь. На месте девчонки должно появиться. Показывающую коробку девочка. Когда моя дочь Акани стала оставшейся, я решил сделать для нее куклу, которая выглядела бы так же, как ее сестра Азами. Акани так страдала после церемонии, будто бы она лишилась всех своих чувств. Я сделаю для нее такую куклу, которая будет неотличима от человека. Акани не оставляет Азами ни на минуту. Она даже начала говорить с ней. Я не знаю, что она говорит, но думаю, что к ней возвращаются чувства. Если бы не эта церемония, то Азами никогда бы не стала бабочкой. То Акани никогда не потеряла свою душу. Ракурс странный. Все, рука найдена. Рука найдена. Теперь нужно, короче говоря, искать примерно такой же. Примерно такой же поворот. Ну, тут уже все. А, так... Это что-то типа срезки. Так или иначе, дом придется весь оббежать. Что-то мне подсказывает... что там? Ногу мы ищем, да? Она в другом месте вообще, на втором этаже. Бегущая близняшка. Эта рука моя и ничья больше. А мы их тут, да, примерно где-то потеряли. Слушай, а может они мне указывают прям, где их искать? Ну, попробуем. Ага. О, я помню, кстати, тут у нас будет тетка одна падать. И она бьет больно. Раз. О, ну наконец-то. Еще зеленки дали. Ну, спасибо.
И наверх. Я помню, что на PS2 у нас отсюда, прям сверху, постоянно тетка падала. И она падала очень быстро. Ее надо было как-то очень из-под выподверта сфоткать. Но у меня раз с 10-го, наверное, получилось. Не меньше. Тут что-то где-то есть. Судя по биению сердца, тут, наверное, призрак. Мне надо туда, вот в этот коридорчик. Кажется, у нас тут второй элемент. А чё не работает? Видимо, из-за призрака. Пока не знаю. Хотелось бы, конечно, все осмотреть. Дверь заперта. Вот тут у нас вторая часть. Сторожащая коробку девочка. Так, вчера я видел, как Азами ходила сама по себе. То есть кукла у нас ожила. Сперва я подумал, что это Акани, но обратил внимание на звук шагов, будто бы от деревянных ног. Похоже, что Акани как-то вселила в Азами жизнь. Говорят, что ожившие куклы рано или поздно начинают красть души людей. Акани больше не человек. Она ничего не может, кроме как повторять: «Я не хочу ее убивать». Снова и снова. Ее контролирует Азами. Пусть кукла и похожая на мою дочь, но она зло и должна быть убита еще раз. Мы сейчас будем, наверное, дух этой куклы изгонять скорее. Голова и руки от куклы. Может, от куклы в комнате. Может, они от куклы. Ну да, я знаю. Интересно, что будет, если я восстановлю эту куклу. Голова и 2 руки, по идее, все, что нужно было собрать. Там же про ноги, по-моему, ничего не говорилось. Фонарик загорелся. Мы сейчас с другого места спустимся. И тем самым обойдем, по идее, весь особняк. Кто? Кто-то где-то вот тут. Раз. 2. 3. Катушка с фильмом 3. По-моему, 7 это максимальный. Мне кажется, второй катушки еще нет. Что-то где-то вот тут только что было и исчезло. Дверь заперта. Ладно, тогда нам только назад. Я не пойму, где это светится только что же. По крайней мере, объектив не ловит. Такое ощущение, что кто-то вот из этих духов, которых можно сфотографировать, он перемещается как будто. Часть перил сломана. Похоже, что-то пробило их и упало на пол внизу. Но здесь точно тетка, она сбросилась сверху.
На полу разбросаны щепки, видимо, они были частью перил. Что бы ни сломало перила, сейчас оно не здесь. Но она, если сейчас не будет нападать, то будет нападать обязательно позже. Вот она. Падает она просто молниеносно. Иди-ка сюда, женщина. Давай так. Вроде неплохой урон. Она исчезла? Слушай, нет пока. Она... Такое ощущение, что она застряла. Я тут постою, мне и так неплохо. Отлично. Тихо, тихо, тихо. Главное не слезать с этой лестницы. Теперь я сам застрял. В чем дело? Ну, бери в кадр. Блин. Надо было убегать. Вот туда. Ну, я помню, что она прилично вот у меня крови попила. Где она? Блин. Она всегда, что ли, тебе на голову приземляется? Ну-ка, давай побегаем, просто пока она не свалится. А теперь ловим. Эка, я тыркнула. Ну давай. Бум. Половинку-то подсняли мы у нее. Да, просто бегаем, ждем, пока она не упадет. Вот с ней тактика понятна. Вот так вот. Оп. И еще раз. Вот это отличная была съемка прям. Что-то светится красным светом. Ну, это радиосообщение, там чуть-чуть она покричит мне в ухо. И все. Все, по идее, тут больше делать нечего. Просто относим запчасти от куклы. Если какая-нибудь падла, конечно, не нападет. Опа, здравствуйте. Че она ушла? Я, конечно, сохранился перед этим, чтобы не рисковать лишний раз. Но ее даже сфотографировать было нельзя. Появилась, постояла. И все. Никаких взаимодействий. Ладно, топаем. Топаем, где у нас алтарь вот этот. Но я довольно-таки быстро нашел запчасти. При первом прохождении на PS2 я еще, помню, долго бегал. Не мог найти. А может быть, квест до конца не понял. Так, это не тут. Я не помню, какая дверь. Но этаж точно первый. Да. Девчонка, серьезно? Ну давай так вот. Не получится. Ее надо посильнее в кадр ловить.
Сейчас будем бегать тут. Ну-ка. Вот не ловит он ее в объектив. Что толку от этих линз, я не понимаю. Ты не обалдел ли? Ну, хоть какой-то урон. А что это он теперь с потолка нападает вообще? Бля, их двое, что ли? Да, их двое. Сейчас они еще исчезать будут, когда у них будет середина здоровья. Никакого урона. Это потому что кукла, наверное, Да, а вот второй вот прилетает. И понятно, что это как этот призрак действует. Их как бы двое. Но нужно выбрать, кого из них. Блин. Один типа настоящий, а второй не настоящий. Ну, что мы опять в ограниченном очень помещении с ними деремся. Главное встать в выгодное положение. Вот, они прям двое идут. Надеюсь, это так, кто нужен. Надо-то разок ее треснуть. Двойной кадр, изгнание. Блин, у нее еще дополнительные очки здоровья появились. Ну как так? Вот эту вот механику что-то я вообще не припомню. Насчет дополнительной жизни. Где? Я вообще не знаю, где она. Вот они, ходят. Ну как? Неплохо вроде прилетело ей. Постоянно за спиной тусят, а? Вот сучки мелкие. Ну, исчезла. Все равно так и непонятно. Если я сейчас завалю одну, вторая тоже умрет или нет? Допустим. Где? Ну, прям за стенками трутся тут. Последний кадр самый тяжелый сделать. Они исчезают быстро. О, вот так вот.
А вдруг двойной получится? Нет, двойной не получится. Туалетный. В общем, у нас фиолетовая. Фиолетовым подсвечивается нужное. Где она? Не то. Пробегаем. Вот она. Да давай хоть так. Все. Но смех, кстати, остался, но, по-моему, уже все, да. Если у нас сохранение заработало, значит все правильно. Давай-ка мы наверху посмотрим еще, что можно сделать. Ну, по-моему, это просто срезка будет. Слушай, нет. Какая-то еще часть дома. 2, 3, 4. Святая вода. Ну тут, наверное, вряд ли что-то будет. Хотя. О. Пронзенный мужчина. Все, по идее, только. Бля, кто это? Надеюсь, это не живое. Ну, в смысле, не призрак. Сейчас за руку как цапнет. Пленка 90, 15 штук. Замечательно. Я помню, что до финального босса придется очень долго бежать. Там будет очень много врагов. И вот такая вот пленка тип 90 очень сильно пригодится. Пока придется пострадать, чтобы потом нормально можно будет отпор дать. Ну, тем самым, то, что переигрываешь, да, там, сохранение, вот это вот. Так, да, мне сюда. Подожди. А где у нас тогда? Где у нас эти две штучки? Ну, две этих-то стоят. Это кукольника комната. Ваш пень то. Да, я забыл, где у нас нужная комната. Я все по кругу пробежал. Тут у нас алтарь. Хорошо. Потом куда же я свернул? Налево, направо. Где эти две фигуры стоят? По-моему, такое ощущение, что вот где-то здесь эта комната. Вторая, но я тут был. И это не там. Блин. Тут мы нашли первую часть. Я запутался. Какая-то вот из этого коридора какая-то из 3 дверей. Нет, не то. Вот, ну наконец-то.
Я вставила голову куклы и руки куда надо. Я что-то не обратил внимания, оказывается, да, действительно, у этой фигуры и рук тоже не было. Хорошо, хоть ноги не надо искать. Я собрала куклу, но ничего не произошло. Странно, на листе было написано, что это должно включить механизм. Наверное, мне надо что-то еще. Может, мне стоит вернуться в комнату, где я нашла чертежи? Снова премся в комнату кукольника. Блин. Вот, сейчас будут гонять туда-сюда. Комната кукольника. Это получается вот этот проход. Потом сюда. Потом выходим вот здесь. Хотя бы я запомнил, где алтарь у нас находится. Что ты стоишь постоянно тут? Так, кукольника, комната, вот следующая. Что-то появилось. Надо сфотографировать. Полусгоревшая записка. Кукла не может работать без души. Я могу сделать копии любых других частей в мастерской, но нельзя сделать две одинаковых души. Эта душа является ключом. Я не могу отдать его ей и постоянно ношу с собой. И что? По логике вещей мне нужно типа призрака изготовить. Ну, что-то. Призрака в смысле изгнать, и как-то с его души там должно что-то выпасть. Херня всякая. Ну вот же оно. Какая-то кукла. Вот еще чертеж. Блять, я случайно сфоткал. Либо по выходу отсюда что-то должно произойти. Тут в этой комнате точно ничего нету. Давай еще раз внимательно. Комоды. Ничего такого. Вот этот уголок точно никак. Да. Ладно, выходим. Может быть, какой-то скрипт сработает. Мы уже третий раз будем с этими девчонками драться, и может быть потом что-то с них вылетит. Ну вот и дядька. Если не провести церемонию, то эта дверь работает. Почему меня тащат к выходу? Это сам кукольник, что ли? Давай по чуть-чуть его так лупить. Уж больно быстро он исчезает. Где он? Короче, не стоять на месте.
Вот тут он. Что-то тактики опять не могу понять. Появляться-то будешь? Вот это падла. По чуть-чуть снимаем. Кукла летает. Ну, это такой мини-босс у нас. Блин. Вот так вот. Оп. Чуть побольше урона. Теперь, в общем-то, надо на куклу не попасться. А уже после этого с него выпадет как раз какой-то ключ. Ну, появись ты. Блин, сзади. Исчезает он очень быстро. Подожди, давай-ка мы поставим какую-нибудь пленку посерьезнее. Хотя бы такую. Но будем очень экономно ее расходовать. Прям каждый удачный кадр нужно сохранить. А чё ж ты? Вали, вали. Да блин. Бежать надо, а я фотик достаю. Бля, не заметил я ее. Причем эти куклы фоткать бесполезно. Ждем появления кукольника этого. Что делать? Пока он не вылезет, куклы так и будут за мной бегать. Эй! Серьезно? Прям передо мной? Ну тут реально не среагировать было. Вот любят они в маленьком помещении тебя запереть с 3 врагами сразу же. Да вали ты, падла. Не знаю, будем кружить, пока он не вылезет. Что делать? Просто ты на секунду останавливаешься, сразу же дамаг прилетает. Тут стой, а. Либо просто попадаешься им на глаза. Мы же не можем, да, их уничтожить? Да, не можем. Может как-то из угла в угол поточнее бегать, блять. Задолбали, а. Вот он. Сейчас еще черт знает когда вылезет, да? Падла, просто на секунду появляется и все.
Он тут появился. Да. Вот как от них уйти? Вот так хотя бы. Ну-ка, удрать от них получится. Я сохраняюсь. Да, блядь. Ну да. Вали. Ладно, хоть немножко урона. Не немножко. Где это падла? Я бы ничего, но самое сложное это вот от этих двух кукол вернуться. Еще надо смотреть, где он появится. Вот так. Сейчас будем 10 лет у него снимать. Падла. Я вообще у этого кукольника не вижу окон. У тебя нету времени для атаки, потому что тебя сразу же атакуют другие призраки. Просто если останавливаешься, сразу же тебя ловят. Вот так хотя бы. Хоть какой-то удар, я не знаю. Слушай, он один пока. Блять, опять куклы эти сраные. Давай еще разок бахнем его. Вот так вот. А почему удар не прошел? Понятно. Надо на секунду раньше. Ну так. Какой-то урон. Чё, бежим, 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 бежим. Пока куклы бегают за мной. Это очень долгий бой. Просто из-за того, что он появляется на секунду. Всё, и бежать сразу. Будем по чуть-чуть у него сносить, походу. Попался. Чик. И побежали. Просто на секундочку задержаться. Быстренько фотик. Выстрел. И дальше бежать. Иначе тебя ловят сразу же. В другую сторону. Давай, оп. И у него еще полздоровья. Замечательно. Что за дела? Я не понимаю, почему у призраков еще половина здоровья стала появляться. Ты типа недостаточно сильно их убиваешь или что? Теперь он сам меня поймал.
Все, я не могу дольше тут задерживаться. Да ты по... Он просто портируется по углам, куда бы ты ни бежал, и все. Плюс еще вот эти две куклы тебя ловят. На, держи. Всё, и побежали, и побежали. Надо было, наверное, не подходить, да? Вот так хотя бы. Всё, и побежали. И побежали. Попался. Нет, тут слишком много на тебя их летит. Жопа какая-то вообще. Сколько тут здоровья нужно оставить, чтобы хоть нормально в него попасть? Четыре призрака. А, нет, 3 призрака просто носятся в маленькой квадратной комнате за тобой. У тебя есть какая-то сраная секунда просто достать фотик, нацелиться и выстрелить по нему. Не успею. Давай так. О, блядь. Какую-то секунду я просто не успел это сделать. Заебали. Реально бесит. Это какой-то уебанизм. Блять. Может, в другую сторону бежать. До сих пор мне непонятно, что за хрень, почему ты убиваешь сначала призрака. У него появляется херак еще полздоровья. Что это за механика такая? Собственно, как и какого хуя? Сделали бы ему просто полоску подлиннее здоровья. Блять, еще лавирую тут между ними. Заебали. А он вообще за стенку ушел, ему похер просто. Уёбок. Они портируются, они исчезают, они делают просто все, что хотят. Они заходят за стенки, ты их хуй видишь, зато они тебя ловят, все нормально. Хилов бы, если давали 508, я бы был бы не вроде. Ну, блядь, у тебя ни хилов, ни аптечек, ни хера нету. Уёбки. Да, она и тут тебя ловит. Блять. Так, хотя бы я с одного угла ушел. Ой, бля. Ну-ка, иди сюда. Гандон. Только на секунду задерживаешься сфоткать. Пидораса этого, тебя вторая падла грызет. Ну да. Здорово, попок. Пиздец. Нахер. Мы его не фоткаем, потому что тебе тут же со спины прилетает, падла. Ну-ка. Хотя бы чуть-чуть у нее это снять у этого урода. Короче, еще один такой выстрел и будет нормас. Вся проблема в ограниченном пространстве. Ты, блядь, с 3 призраками бьешься в лифте просто. Куда бы ты ни побежал, они тебя ловят.
Это пиздос. Ну-ка нахуй. Наконец-то, вот, просто секунду надо было вытащить резко и бахнуть ему в фатальный кадр. Что-то осталось там, где был призрак. Стеклянные глаза. Похоже, это стеклянные глаза для куклы. Может, они от той куклы? Ну да. Типа глаза зеркало души, они про это имеют в виду. Поэтому у нас механизм не запускается. Мне надо обрезать нити, приводящие в движение куклу, чтобы обездвижить ее, иначе я не смогу сбросить ее, ну, как сказать, в бездну, в ритуальный колодец, что-то такое. Тут все крестиками закрыто и все. Азами знает, что я пытаюсь убить ее, поэтому она пытается убить меня с помощью Акани. Я обязательно увижу падающую куклу ну, видимо, в бездну опять же. Даже если придется посмотреть туда собственными глазами. А насколько я помню, смотреть в эту бездну типа нельзя, ты тут же ослепнешь и превратишься в жреца, который охраняет вход вот в эту бездну. Я должен снова убить свою дочь. Мне снова надо разбить сердце Акани. Если бы не эта церемония, то мне бы никогда не пришлось делать нечто подобное. Так они сами же подписались на эту церемонию. Какие-то дела. Откройте глаза куклы и верните девам их души. Подземный путь откроется, когда две девы будут смотреть друг на друга. Механизм с куклами сделан с использованием часов с 12 делениями. Угу. Это имеется как в виду, как и в первой части. Типа, ну, циферблат, но только он шел, по-моему, в обратную сторону, если я не ошибаюсь. Управление куклами Кири. Кнопка влево поворачивает левую деву на 3 деления влево. Подожди, это походу надо записать. Скорее всего, какая-то неебически важная информация. Хорошо, что есть блокнотик под рукой. Так. Кнопка влево. Лево рисуем. Поворачивать левую деву на 3 деления влево. На 3 деления. Левую. Проститутку, короче. Кнопка вправо. Поворачивает обоих дев на 1,5 деления вправо. Правая кнопка. Обоих. Их нужно мордами разместить, походу, так, чтобы... Короче, сейчас, скорее всего, эта загадка будет наугад решаться. Обоих дев на 1,5. 2 на 1,5 деления вправо. Поверните левую деву лицом к 3 часам, а правую к 9. Левая к 3. Нет. Чтобы они смотрели друг на друга, да. Это откроет подземный проход к особняку. Управление куклами Тачибаны. Кнопка влево поворачивает левую деву на 4,5 деления влево. Блять. Это еще что, дроби какие-то? Уравнением это обычным не назовешь. Поворачивает левую деву на 4,5 деления влево, а право на 2 деления влево. Кнопка вправо поворачивает на 1,5 деления вправо, а правую на 1 деление вправо. Поверните левую деву к 3 часам. Тут я вообще ничего не понял. И там, и на предыдущей странице, и тут пишут, что правый к 9, эти к 3 часам. Они друг на друга смотрят и открывают почему-то два разных прохода. Это странно. Но факт в том, что этих две вот эти фигуры надо повернуть лицом друг к другу. В обоих записках об этом указано. А вот это вот 3, 1,5 деление вправо-влево, по-моему...
скорее запутаешься. Дроби, конечно, это вряд ли, но тут надо тупо высчитывать. Скорее всего, так и будем. Просто возьмем и будем делать наугад. Процентов 30-40, а то и все 50 в этих играх, ну, в этой линейке игр, решается как раз загадками, решенными наугад. Так, давай, вставляем ей глаза. Ящик за куклами издал какой-то звук. Похоже, что механизм заработал. Какую кнопку хотите нажать? Право-лево? Да хер его знает. Давай лево. А, ну хотя бы я вижу, как они крутятся у нас. Угу. У меня еще ограниченное количество попыток. Левая. Левая. Правая. Нет. Еще раз левая. О. Подожди, она еще в полоборота, падла, стоит. Из большого ящика раздался звук, но когда куклы посмотрели друг на друга. Я же говорю, просто наугад что-то там накрутил. Ах ты, падла. А как я должен был среагировать так быстро? Вот отстой. Мы снова будем в маленькой комнате биться с призраком. Замечательно. Ну да. Кстати, у меня пленка-то не переставлена. Предметы. А то другой не дадут. Это еще дело вкачаем. А, ну, в принципе, подумаешь, немного хп потерял. Пошла в жопу. Да ладно, даже заряженный не помог. Почему? Их опять тут две. Надо за спиной. Ну, один раз вот я эту падлу задамажил. Снова не она. А почему? Мы ждем типа оригинальную сестру. Ну как? Я ничего не понимаю. Она одна. Но урона мы ей не наносим. Теперь наносим. А вторая тогда где? Какая нахрен дичь вообще? Надеюсь, это верное. Нет, неверное. Блин, сколько ж тогда кадров можно так вот запороть, да? Они улезают по очереди. А может даже не по очереди. Обе крались ко мне. А какая из них нужная, я не понял. Первая, ну...
Дело-то в том, что как раз они появляются в разнобой и телепортируются за стенки. Это не так. А нет, слушай, та. Повезло, повезло. Ну, могли бы какого-нибудь другого босса придумать с этими девчонками уже. За эту главу поднадоело драться. Трижды. А, ну да, у нас же еще любимая фишка игры. Сейчас у них еще полздоровья нарисуется. Не знаю, та, не та. Как? На секунду эту падлу ловить. Фоткать надо обоих, получается. Сначала одна выходит, потом вторая. Это нужное. Вряд ли это та, которая нужна. Пойдет. Слушай, нужная прям. Нужная меня атакует. Дальше она не даст. Отлично. Ща мы их победим. Там осталось один раз сфоткать. Ну так. Все равно поймала меня. Надо подальше отбегать еще. Я пока бежал из одного угла комнаты в другой, она трижды портировалась. Теперь них двое. Одна прямо, другая слева. Но какая из них? Пойдет. Да, то, что надо. А вот там, по-моему, та, которая уже... Ну, которую нельзя ударить. Тихо. Меня чуть не поймали. Они часто атакуют. Серьезно настроены. Да, слабое изгнание. И у нее появляется ровно половина здоровья. Вот как? Ну и где это падла? Блять, то идут двое, то никого. Долго мы носиться тут будем? Вот она там за ящиком ныкается. Иди-ка сюда. Да. Максимально заряженным ударом ей треснул, а толку-то никакого. Да, не попал. Потому что они, блядь, на секунду выпрыгивают и все. Хотя бы я знаю, где теперь этот подходящий. Кого фоткать надо. Пиздец.
Сколько кадров просто просирается. О, двоих. Да хера с два, блять. Поймает? Слушай, я успел увернуться даже. Да отвали ты. Руками своими тянет. Так, давай, блять. Долго мы будем круги тут наворачивать? Ну и чё? Эти две девчонки куда душнее, наверное, чем этот кукольник был. Что там того-то, что ты их трижды должен изгнать. Ну и как правильно в маленьких помещениях. Хоть не исчезла. Надо почитать все-таки, почему у них здоровье появляется. Потому что финальный кадр не фатальный или что? Вот эту механику вообще никто не объяснял. Очки долбаные, а? Как вы достали? Блять. Да отвали ты нахрен от меня. Где это фиолетово? Вообще по чуть-чуть снимает, вот просто по чуть-чуть. Да ты не ту ловишь. Ну так хотя бы. И текать. Ну
Вот так вот. Слушай, вторая как-то там упала, как будто я ее вынес. Но мы же все знаем то, что их тут как бы две. Ничего не понимаю. Заебли паркироваться. Каждый бой это духота. Не успел я ее сфоткать. Вот так. И исчезают почему-то обе. Да. Близняшки смотрят друг на друга. В камере обскуре остался любопытный снимок. Двое близнецов смотрят друг на друга. Это какая-то церемония? Вообще без понятия. Ну, открывается проход. И, по идее, завершение главы. Глава довольно-таки быстро прошлась, кстати. Я бы мог с ней гораздо больше застрять. Если бы драки не такие душные были. Возможно, я смогу попасть в дом Тачибаны, если спущусь по этой лестнице Маю там. Давно пора. Здесь есть деревянная лестница, думаю, я смогу спуститься по ней под землю. Нахрена я поэтому 10 раз об этом говорить. Стены пещеры выложены из чистого камня и ведут глубже во тьму. Пещера должна быть соединена с домом Тачибаны, где заперта Майя. Если я проберусь здесь, то смогу попасть в дом, где держат Майю. Куда она знает-то, что ее там кто-то держит? Оп, раз, два, три. Нет. Снова диктофон. Мы сейчас выйдем, по-моему. Ты хочешь снова бросить меня? То Майя хихикает. Ну как бы Майя. Ну вопрос тот же, ты снова хочешь бросить меня? Ничего не видно. Она камеру, что ли, потеряла? Смутно по силуэтам что-то видать. Вроде камеру потеряла. Ух, 6 глава закончена. Но хотя бы мы в этой главе много чего набрали. Пришлось с призраками, правда, повозиться. Седьмая. Стая. Это так, по-моему, которая в сестру вселилась. Камера обскура и фонарик, должно быть, все еще лежат в подземном проходе. Мне нечем защищаться от призраков, пока я не вернусь себе хотя бы камеру обскура. Совершенно верно. Ладно, давай мы, наверное, на перерыв сходим. Сейчас. Понятно.
Ой, блядь, все заново смотреть. Это можно как-то пропустить? Ладно, пускай они тут развлекаются. Мы сейчас сделаем перерыв. И я подойду через 3 минуты. Погнали заново. Глава. Еще 2 главы осталось. Так-то. Давай повнимательнее здесь смотримся. Тут никак не выйти. Ну вот это вот самая такая выделяющаяся из всех. Раз, два, 3. Не попал призрак. Ну, теперь можно уже смело. Ноги чьи-то. Чьи-то ноги. Сколько у меня здоровья? А, ну, каждую главу тебе здоровье восполняет. Но я так долго ждала. Замечательно. Я понимаю, почему тут у нас сохранение.
Туда вообще типа идти нельзя. Я должен быстро развернуться и бежать. Ладно, драпаем. Камеры нет. Тут у нас тупик. Чё ты не бежишь-то? Бежимте, бежимте. Слушай, так это тот же самый дом. Точно не знаю, но я правильно понял, мне надо... А нет, это другой, походу, дом. Надо назад. Нет, это старый. Короче, дом другой. И мы сейчас его будем исследовать, когда у нас камера появится. Майя. Она уже не хромает. Вали от меня. Че не ходим? Ты же не оставишь меня здесь? Ну, это как сказать еще. Дверь сломана. А вот это? Вот это хоть открыто. Ничего смешного. Каким-то лабиринтом бегаем в черно-белом цвете. Мио, открой дверь. Впусти меня. Нет. Майя? Мия, открой ее. Дверь закрыта. А какая из них тогда? Дверь закрыта. На замке выиграл лист Кири. Но тут вариантов-то не особо. Открываем вот эту. Отличное место для укрытия. Для укрытия от чего? Все понятно. Ну, ключ рядом. На полке стоит кукла с алой нитью. Йоким, оно похоже на то, что носил призрак, которого я недавно встретила. Почему-то оставила меня тогда. Я чувствую, что эта женщина все еще рядом. Что делать? Открываем дверь. Открывай ключ быстрее. Сначала мы быстренько от нее убегаем. Мы будем ходить по этому особняку в лабиринтах. Вообще без понятия, где я нахожусь. Что-то мне сдается, что здесь никого нет. Она тебя услышала. Не, вроде ушла. Здесь же у нас ничего полезного, правильно?
Мне нужно обратно вернуться или что? Три двери. Надо в дальнюю левую сверху идти. Мне так кажется. Угу. Чистый воздух, говорит, ведет на улицу. Тут у нас кладовка какая-то. Все ящики пустые. Ну, тогда пробуем идти назад просто. Вот как-то тут дверь сломана, тогда через вот эту комнату. Тихо. Тетенька у нас ваншотает. Ее типа надо перехитрить. Так а какая дверь-то надо? Я ничего не понимаю. Ну, вряд ли же просто отсидеться прокатит. Возможно, открываются двери там, где ее нету. Ничего не понимаю, что происходит. Вот эта дверь точно закрыта. На столе встроенного механизма стоит кукла. Видно две кнопки. Может, это работает так же, как и предыдущий механизм. Чё? Ничего не происходит, когда я нажимаю на кнопку. Сейчас здесь стоит только одна кукла. Может, мне надо найти ее близнеца. Ага. Ну, хоть как-то дело сдвинулось. Походу, надо идти в кладовку туда. По прямой. И, возможно, с полки куклу эту взять. Мия, ты здесь? А вот теперь это работает. Раз. Два. Кукла с алым шнуром. На полке стоит одетая в белое кимоно кукла. К ее правой руке привязана алая веревка. Почему ты не вернулась? Я так долго ждала тебя. Теперь бежим назад. И вставляем в тот самый механизм. Падла. Куда бежать-то? В дальнюю наверх. Вот в эту дверь. Окей. Она там прям заливается смехом просто. Все. Я поставил куклу с алой нитью наверх механизма. В механизме что-то сработало. Какую нажать? Без понятия. Левую, правую. А, ну тут то же самое.
Причем это надо быстро делать. Ты решение этой загадки должен сразу запомнить. Не то. Наконец-то. Не уходи. Останься здесь со мной, да конечно. Если вы у меня, дамочка, не ваншотили. О, знакомое место. Здесь я могу вернуться в подземный проход. Мне надо вернуть камеру обскура и найти Майю. Я не могу помочь Майю без этой камеры. Логично. Блин, а где же она ее тогда оставила? То есть мне обратно вниз? Прям вот в то самое помещение, где куклы у нас стоят. Давай попробуем проверить. Благо, что тут недалеко. Спуститься, ну. Ну вот и камера. Ну тут особо. Тихо. Фонарик и камера скоро как раз там, где я их уронила. Похоже, они целы, говорит. Я должна вернуться к тому особняку. Там Майя. Ну, сначала тебе на лестницу показывают. А может быть осмотрим вот здесь до конца все. Тут что-то есть. Погребенный мужчина. Сколько он очков? 5200. Подожди, а если назад еще вот сюда пробежать? Понятное дело, что мне наверх. Слушай, а тут две лестницы. Так-то. Блин, а какая мне нужна из этих? Дом Кири. А вот это тогда лестница куда ведет? Эти оба особняка между собой объединены. Так или иначе можно попасть в него. Тачибана. Ладно. Тачибаны, так тачибаны. Ну, по идее, ты должен, да, бежать эту локацию заново. Ты же ее там типа быстренько проскочил, как бы, и все.
Печать снялась. Ощущение чего-то присутствия перед дверью исчезло. Ну, опять ничего не понятно. Ритуалы какие-то проходят. Всех дел. Так, давай-ка мы сходим. Вот мы отсюда бежали. А вон там бабочки. Стой, значит мне туда надо. Возвращаемся назад. Значит, дверь вот эта будет закрыта. Смотри-ка, открыто. И куда она тогда ведет? Жесть. Ходов все больше. Могу, говорит, открыть его. Ну да, попробуем. Шестая катушка с фильма. На полу под лестницей есть дыра. Из нее доносятся какие-то звуки. Этот голос или просто ветер? Заглядываем, конечно. Терять-то нечего. Похоже, говорит, на чье-то пение. То есть второй этаж. Блин, мне бы лишнего не бегать, конечно, не хотелось бы. Ладно, пойдем по бабочкам. Коли они так уж настаивают. Так или иначе, конечно, весь особняк придется обойти, а бабочек уже нет. Я вот не вижу вообще ничего, что тут. Срезка какая-то. Давай, сюда заглянем. Прикольно тут у вас. Вон бабочки. Раз. Два. Три. Зеркальный камень. А чё, мне его типа не надо? У меня ж, по-моему, один зеркальный камень уже призраки сломали. Ну да, видимо, пока не нужен. Мальчик-близнец. Спокойствие. Алый дневник. Сегодня Ицуки дал мне ключ от своей комнаты. Он сказал мне, чтобы я никого не пускала туда, если только это не его друзья. Я так рада, что Ицуки поручил мне такое важное задание. В наш дом пришел друг Ицуки. Я испугалась и спрятала в своей комнате. И не отдала ключ другу Ицуки. Угу. Но по логике вещей ищем спрятанный ключ где-то.
От чего он? Вообще без понятия. Кто-то сидит. Ты кто? Кто такой? Это мумия, интересно, или кукла? Святая вода. Ладно, просто пойдем за бабочками. В любой непонятной ситуации иди за бабочкой. Ну так же, как и в прошлой главе. Куча предметов в самом начале. Зеленый дневник. Я нашел Читосе, младшую сестру Ицуки. Она пряталась в коридоре. Здорово, Андрей. Она пряталась в коридоре. Ицуки сказал мне, что она очень стеснительная и прячется в шкафу всегда, когда в ее дом заходит чужак. Однако сегодня было иначе. Похоже, что она должна была сказать мне что-то, но потеряла самообладание и убежала. Думаю, что Ицуки сказал ей передать мне какое-то сообщение. Ну то есть алый дневник это со стороны девчонки, которая убежала, а зеленый дневник это со стороны пацана, который в гости пришел. Блин, рановато, конечно, сфоткал. Стандартно по началу главы. Открываем разные двери, проходы и так далее. Читаем дневники, записочки. И потом уже будем душиться этими всякими призраками в конце. Пока просто сбор всякого лута. Что-то держит ее закрытой изнутри. Кстати, возможно, тут девчонка именно пряталась. Ну, вообще, мне, походу, бабочек надо искать. Не знаю, но дом этот огромный просто. Спуск со второго этажа. Подожди. А я тут был. Раз, два, три. Снова трава. Мне, кстати, наверное, тут травы уже там штук 10 собралось. Ровно 10. А пленки не дают. Это печально. Да, дом охренительно здоровый, плюс еще второй этаж. Скорее всего, придется почитать все дневники и так далее, а потом только нам расскажут, куда бежать, что делать конкретно. Пока просто шарохаемся по комнатам, ищем всякое. Почему не играешь в Days Gone? Ну, тоже надо перерыв делать, чтобы игра не приедалась. Наверное, завтра уже. Как бы в одно и то же, знаешь, каждый день одуреешь слабать. Алый дневник снова. И дневник девчонки. Они прошли и увели Ицуки. Это все вина Яйе. Почему они его схватили? Он не сделал ничего плохого. Во всем виновата она. Все из-за того, что она сбежала. Ага. То есть девчонки не стали, ну точнее, запоганили ритуал и одного из братьев-близнецов поймали. Что тут ничего нету? Надо во всех комнатах побывать. И тогда
будет понятно дойти вообще. Ой, блин, какой он здоровый, а. Тут еще, по-моему, комнатки какие-то не открыты. Ладно, просто пошли вперед. Хотелось бы, конечно, все собрать, чтобы никакой лут не пропускать. Потому что он тут крайне ограничен. Раз, два, три. Катушка с фильмом 5. Ну, фильмы, как и эти, как его, камни, они вообще мало информативны. Что-то где-то показалось. Я на что-то фонарем подсветил, и оно появилось. Только где? Вот тут. Снова жратва. Пока, естественно, никто не нападает, ты типа должен вдоволь лута налупиться, а потом начнут тебя кошмарить. В области для хранения стоит комод, похоже, на один из ящиков открыт. Давай. Все берем. Все, что не прибито. Что-то есть, зеркальный камень, спасибо, не надо. И это откроем. Еще один зеркальный камень. Их два, что ли? Либо это один и тот же. О, трава. Не, ну много хилок, это просто замечательно. Мы до сестры дошли. Тут стучится. Где близняшки? Где они прячутся? Открывайте. О, вот и замес пошел. Когда вышла игра, блин, вспомнить бы. Короче, на первой плойке она вышла, если я не ошибаюсь. Ой, на второй, точнее, плойке. Если я не ошибаюсь, она вышла, по-моему, в 9-м, что ли, году. Или в 7-м. По-моему, в 7-м. А вот это вот переиздание на Nintendo Wii, по-моему, в 11-м вышло. Примерно так. Ждем. Может быть, двойной даже кадр будет. Да, двойной кадр. Эта игра не из Стима. Это в данный момент эмулятор Nintendo Wii. В Steam ее вообще не существует. Никогда и не было. Фактически это эксклюзив. Давай ждем, ждем. Все. Текаем. Чуть не попался. Слушай, ну пока вроде хорошо идем. Двоих интересно. Вот так вот. Хлоп. Ну, урон неплох, кстати. Я вот не знаю, один там вырубился или нет.
Steam написано... Нет, не в Steam, это на Nintendo выходило. Nintendo Wii. Сначала она выходила для PS2 и Xbox Origin. Что-то светится на полу. Линза. Измор. Короче, она сначала на второй плойке выходила и на Xbox Origin, потом в 11, по-моему, году ее портировали на Nintendo Wii и сделали переиздание. Ну, изменили тут концовки, камеру за спину установили персонажа. Так, снижает силу атаки призраков, требует 1 очко духа, при улучшении продлевает время бессилия призраков. Сделанные через эту линзу снимки временно обессиливают призраков. Ну, не знаю, надо ли оно. Так, ну, 3 мы тут замочили. Довольно-таки успешно. Дверь прочно заколочена тут толстыми досками. Скорее всего, они тут меня сейчас втроем так и будут кошмарить. Да, посмотрим, где еще не был вообще. Вниз бы надо сбегать. Вот это вот участок посмотреть. Потом можно наверх подниматься сразу на 2-й этаж. Потом его еще будем обходить. Стоять. Главное не запутаться. Так, направо отсюда. Я играю на эмуляторе Nintendo Wii и геймпад. Хотя нужен вообще нончак с этим, с вимоутом. Игра под него заточена. Поэтому немножко тяжелее фотографировать их. Так, отсюда. Прямо. И вот сюда. Потом вот здесь какие-то 2 прохода. Сломаны. Могу открыть. Хорошо, давай. Слава богу, что работает сохранение. Ну, типа Quick Save, Quick Load. А то тут можно было бы очень сильно прикурить таким управлением. И вот тут у нас еще проход какой-то. Не понял. Главное, ты сюда заходишь, задеваешь башкой тряпки, и там можешь осмотреть. С другой стороны, трапа дует холодный воздух. Давай, счастливо. Здесь нет ничего особенного. А так долго открывала, что полный пиндык. Ну давай посмотрим. Да, по идее, все можно подниматься. И назад. Пойдем назад. Теперь можно спокойно подниматься на 2-й этаж. Скорее всего, он будет меньше гораздо. А может быть, примерно такой же. Правда, мне не совсем понятно, что мы вообще в этом доме делаем. Основная цель какая? Найти сестру? О, знакомые комнатки. Я ж по ним тут бегал. Правда, все черно-белое было. Слушай, ну она вместительная, да. Комната, 2-й этаж.
не то. Карта. Давай-ка мы открываем вот этот вот проход. В принципе, все вот это вот здание. Спать пора? А, ну время 10. Ну да. В принципе, все вот это здание, это один большой лабиринт просто. Серьезно, даже 3-й этаж. Охренеть. 3-й этаж это что-то новенькое прям. Раз, 2, 3. На 4-й берем. Пленка. Давненько не давали. У меня как раз там 30 кадров всего оставалось. Ну, бери эту штуку. Два, 3. Падла. Ладно, здесь меня не схватят. Не схватят на следующем. Раз. Ага. Она на счет 1 хватает тут. Кто бы сомневался. Алла, дневник 2. После фестиваля Ицуки вернулся один. У него раньше были черные волосы, но теперь они стали белыми. Когда вернется Муцуки? Ицуки почти не говорил со мной после того, как ушел Муцуки. Он все еще добр со мной, но с его лица не сходит выражение печали. Что же с ним случилось на фестивале? Из-за моего плохого зрения я часто захожу в опасные места. Ицуки дал мне маленькие колокольчики и сказал, что поможет мне, если я позвоню в них. А еще он сказал, что придет, даже если я буду прятаться или плакать. Отсюда мы должны что вынести? У нас какой-то призрак, либо кто-то еще прячется вот в этом огромном особняке на 2 этажах, где может где угодно быть. И мы его будем искать по звуку колокольчика. Мальчики-близнецы и девочка. А вот этот вот колокольчик оставил у нас, скорее всего, тот белобрысый парень, который у нас сидит за решеткой. Я думаю, что так. Я ж помню, что тут какие-то прятки будут. Я перепутал немножко главы и особняки. Все, тупик. Дверь забита. Ай. Да, 2-й этаж не такой большой, но тоже внушительный. Особенно, когда ничего не видно и все серым цветом горит, так вообще можно потеряться. Заходим. Прям внимательно надо слушать, где у нас звякнет колокольчик, туда идем. Что-то можно было тут осмотреть. Вот. Достаточно места, чтобы кто-нибудь протиснулся за ширму. Ну-ка, полюбопытствуем. Пленочка, это 90, вот тут лежит. Так, ну эта дверь закрыта. Ломана не поддается. В обход, значит, идем. Второй этаж более-менее понятен, а вот что-то первый не очень. Оп. Но призраки хватает на счет 1. Зеленый дневник. Уже прошло более 10 лет с тех пор, как мой отец посещал эту деревню в качестве торговца, но я сомневаюсь, что здесь что-либо изменилось.
Мистер Макаби собирается побольше узнать о деревне, которую я так часто посещал в детстве. Интересно, что же случилось с Ицуки и Муцуки? Письмо Ицуки взволновало меня. Я поспрашивал о них в деревне, но, видимо, они оба заболели и умерли. Это странно, так как Ицуки ничего мне не писал о болезнях. Мне разрешили почитать его дневник. Похоже, он тайно искал способ выбраться из деревни, но чтобы в ритуале его не участвовать. Будучи еще мальчиком, Ицуки постоянно говорил о фестивале, которого он боялся. Может, он все же смог сбежать из деревни, или его заперли где-то здесь. Заперли его. А может быть, второго, я не знаю. Кто из них? Уцуки, кто Муцуки? Сегодня я встретил Яи Исая. Это кимоно, кто за нами бегал, девчонки. Верховный жрец сказал мне, что они станут храмовыми девами для следующего фестиваля. Я спросил девушек про Ицуки и Муцуки, но они ничего мне не смогли ответить. В его последнем письме он сказал мне, чтобы я встретился с ними в день фестиваля. Видимо, Ицуки пытался помочь им сбежать из деревни. А, их пацан этот выводил. Ну, то-то и оно, что он мне подсказывает, не просто так. Здесь же это не сработает. Дверь сломана. Так, это выход. А вот здесь у нас будет кладовка. Куда мы фигурку взяли. Что-то, ну, бери. Бардак у них тут. Так, очков сколько у меня? 16 тысяч. Да, мы, наверное, круг увеличим. Чтобы, если что, у нас двойные эти, как вот, ну, захват сразу двух противников получался. А потом уже спиритические очки прокачаем. Линзы я не знаю, но они практически не помогают. Хотя тут основной упор игры как раз на эти линзы. Все, по идее можно выходить. Возможно, даже прям вообще из этого особняка. Первый этаж я весь прошел. Ну, что-то странно. По идее, такой большой особняк, и мы прям тут побегаем, все пособираем, и что? Зачем мне тогда про колокольчик писали? Думаю, не все так просто. Пленка 2.0, слушай. И зеропленка. Мне на улицу уже пора идти. Может, я заболтался и пропустил звук колокольчика. Причем он не очень же выразительно будет звенеть.
Опа, он сразу загорелся почему-то. Ему не надо было полздоровья сносить. Я не знаю, правильно вообще ли я иду. Пробежаться еще раз по первому этажу. Блин, я не знаю, дом-то огромен. Точнее, он состоит из 2 домов. Что-то я, правда, пока не знаю, куда мне надо идти. Раз. О, какой слабый урон. Еще ждем. Вот нормально прилетело ему. Ну, давай. Долго ждать. Сейчас так добьем. Допустим. И у него еще полздоровья сверху. И у меня заодно полздоровья. Замечательно. Слабое знание. Отвали. А куда он нашел-то? Я не договорила. Слушай, ну неплохо ему прилетело сейчас. Это просто не очень сильный призрак. Ну, в смысле, не очень жирный. Ай, блин, промазал. Ладно. Покрутимся по коридору, тихо. Не поймайте. Чё тут встал? Ай, ладно, пойдет. 10 000 лет его еще убивать тут. И что, с него ничего не выпало? Ладно. Ну, в этом доме открыто все. Что-то я без понятия, к пацану идти. Или не к пацану. Или обратно в этот дом. Никого. Там говорили про колокольчик. Этот колокольчик должен позвякивать, чтобы найти ту девчонку, которая прячется ну, когда гости приходят, типа чужие люди, она прячется с обратной стороны. Зашибись. Она прячется в какой-то чулан. Найти ее можно только услышав этот колокольчик. Вот только где он, падла, будет звенеть, это еще большой вопрос.
в каком из этих здоровенных особняков. Причем переход между ними работает только в одну сторону. Либо пойдем с пацаном этим на улицу поговорим. Если мне позволят выйти. Да, выйти мне не разрешает. Ну такое. Мы сейчас будем тут долго ходить. Походу. Я уже и пленки эти не смотрю, ну похер вообще. Так. Проход у нас один. Вот он тут. Чисто по лестнице. Короче, если догадка моя верна, то мне надо идти в другой дом и там слушать колокольчик. Еще есть минут 20. Так что, ну даже не 20, минут 15. Давай попробуем эту теорию. Давай, в этом доме повнимательней. Навострили ушки. Ходим по дому. Без разницы, так как его исследовать. Ой, ой, здрасте. Давай, раз. Два. Три. Четыре. Ага, на четвертый падла ловит. Ты смотри как. Вот подстава. Чтоб сомневался, то что тут кто-то есть. Но если баба со сломанной шеей появилась, она тут душить где-то будет. Она прям пристанет и будет назойливо меня кусать. Так, вот я, кстати, еще вот сюда не поднимался. Ну, они примерно-то тут все одинаковые. О, что-то есть. Что это такое? Раз, два, три, четыре. Пленочка. О, ни хрена тут предметов, кстати. Может быть, мне здесь расскажут. Все-таки. Точнее, куда мне идти, кого искать. Это красная линза 0. Повышает наносимый урон. Средний. Требуется критических очков 3. При улучшении наносит больше урон. С помощью этой линзы можно нанести больше урон, чем при использовании взрывной линзы. Меняем. Вот вас еще, блядь, не хватало. Просто, я что, за секунду должен был это узнать? То, что она за мной будет стоять. Она еще дальше продолжает меня грызть. Сучка. Падла. Сучка падла. Сначала мы берем экипировка, линзы. Вот это вот вставляем. Можно даже, в принципе... А какая из них какая?
Бля, придется по этим, по иероглифам и ориентироваться. Короче, как домик такой, вот такая. Мы ее качаем. Дважды. Сейчас посмотрим, как она лупит по призракам. Да серьезно? Так дела не делаются. Опа, и не схватила она меня, потому что я был готов. Так, камера, экипировка. Вот этот ставим. И улучшаем линзу. Раз. Два. Все, по идее, в лютой прокачке она сейчас должна у меня носить аки-боженька. Половину сшибает у бабы. С учетом того, что пленка синяя. Ну хер его знает. Я бы не сказал, что она прям... Почему-то не работает, кстати, заряды. Все, она сдохла. А у этой почему-то не работает вот эта фишка с фиолетовыми жизнями и так далее. Я не знаю, как это пашет. Почему? У некоторых появляется еще сверху половину здоровья, а у некоторых нет. От чего это зависит? 4-й дневник. Я и Сае принесли мне письмо от мистера Макаби. В нем сказано, чтобы я покинул деревню. Я смог впервые поговорить с ним, и они сказали, что скоро начнется следующий фестиваль. Во время его проведения в деревне могут быть только местные. Похоже, мистеру Макаби дали особое разрешение, и он сможет понаблюдать за происходящим. Перед их уходом я шепнул на ухо Яе, что приду за ними в день фестиваля, как меня и просил Ицуки в его письме. Глаза Яи засияли, но она вела себя так, как будто ничего не услышала и пошла домой. Я думаю, что они готовились сбежать отсюда в день проведения фестиваля. Если Ицуки собирается им помочь, значит он должен быть где-то в этой деревне. Хорошо. Еще один дневник. Целую комнату сделали, просто чтобы туда воды положить. В принципе-то все, тут больше идти некуда. Даже уже на 3-й или на 2-й этаж. Нет. Там ходов тоже, по-моему, нет никаких. Вот еще какой-то проход. Дверь заперта. Ну, теперь продолжаем заниматься тем, то что ходим. Скорее всего, слушаем колокольчик. Подожди, я что, неверно хожу? На-на-на-на-на-на.
Короче, я походу запутался. И в доме я запутался, и что делать тоже не знаю. Серьезно, у меня только единственный вариант это... Так, вот это я уже поднимал. У меня единственный вариант это только вот насчет колокольчика закуситься. Больше прям никаких подсказок особо не давалось. Да, блять. Что-то я постоянно дергаю на этот, как его, не карту, а предметы. Вот где эту падлу искать? Если ее надо вообще искать. Если догадка моя верна вообще насчет колокольчика. Осматривать надо будет каждый чулан. Возможно, то место, куда я подойду, только тогда оно подзвучится. Короче, выходим отсюда. Да и в принципе, ладно, мы будем определяться, что же тут делать все-таки. На следующем стриме я еще почитаю сейчас еще раз эти все документы, которые я нашел. Может быть, будет где-то подсказка, что делать. Ну а на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр, за поддержку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи.